что бы ты ни делал, всегда найдется азиат, который сделает это лучше тебя. Почему в Старкрафте корейцам нет равных? Почему средний по уровню игры кореец может обыграть тебя ногой? Мой небольшой рассказ все это объяснит. Поэтому я не буду затягивать и давай начнем. Все началось в начале 90-х, когда кризис сильно ударил по Корее, и множество зрелых людей в возрасте 45-55 лет остались без работы. Пенсию в то время выплачивали единовременно. Корейцам нужно было найти подходящий малый бизнес, чтобы инвестировать деньги и не париться о старости. В то время сильно развивались интернет-коммуникации в Корее, и корейский интернет был одним из самых дешевых и быстрых в мире. Да и сейчас Южная Корея мировой лидер по скорости интернета. Интернет-кафе, они же PC Bank, привлекли корейских предпринимателей своей перспективностью и простотой. И вскоре начало появляться все больше компьютерных клубов по всей стране. Например, на данный момент в Корее уже около 30 тысяч клубов. В каждом районе их с десяток. За $1 в час или даже меньше. Там предоставляют топовое железо, удобные кресла, даже еду можно заказать прямо на месте. И пока ты в начале 2000-х огородами шел к своему местному клубу, параллельно молясь Богу, чтобы местный гопник Эдуард тебя не встретил и не отобрал деньги, да и в случае успеха ты сидел бы пару часов в прокуренном и засанном помещении, играя в CS 1.6 на средних, подростки в Корее проводили в клубах времени больше, чем дома, без каких-либо напрягов, в комфорте и умиротворении. StarCraft вышел в 98 году и очень быстро стал главным хитом любого клуба. В корейской молодежной культуре принято проводить свободное время вне дома, так как жилье у них достаточно небольшое, и если раньше молодежь после учебы предпочитала сыграть в бильярд или почитать мангу в тематических кафе, то теперь толпы молодых гулей стремились в PC Bank сразиться в StarCraft и выяснить, у кого уже разрез глаз. Изначально интернет-кафе позиционировалось как место для работы, но с выходом StarCraft курс поменялся. Кафе стали просторнее, ярче, появились элементы футуристического дизайна и даже бары. Спрос подпитывал предложение, а предложение — спрос. Чем больше молодых людей играли в StarCraft, тем больше клубов вырастало на каждом шагу. И в геймерскую культуру вовлекались новые люди. Конец 90-х, начало нулевых — золотой век стратегий в реальном времени. У StarCraft были достойные, популярные на Западе конкуренты в лице Command Conquer и Total Annihilation. Но почему именно StarCraft стал главной игрой Кореи? Тотальная аннигиляция могла похвастаться 3D-юнитами и шикарным интерфейсом, но требовала невероятные 24 мегабайта оперативки и процессор Pentium. Владельцам интернет-кафе было просто невыгодно тратиться на мощные машины. А Command Conquer, с другой стороны, не нравилась уже самим посетителям клубов. Фишкой Синси всегда была шикарная сюжетная линия и кинематографические сцены с живыми актерами. Но идеальным балансом серия никогда не славилась. Постоянные вечера в клубах естественным образом выделяли лучших игроков, стратегии постоянно менялись, и вот тут-то StarCraft показал легендарную глубину геймплея. Но главная причина успеха StarCraft — наличие системы Battle.net. Игры-конкуренты нуждались в посторонних утилитах для игры онлайн, в то время как Blizzard сразу предложила игрокам простую систему со встроенной таблицей лидеров и подбором соперников по уровню игры. И пока у нас Дока 2 это был смертный грех с выворотом кишок и трейдом, ровно до победы на TI в 2021 году, корейское общество изначально совершенно спокойно отнеслось к новому увлечению молодежи. За стратегической глубиной StarCraft люди увидели наследника Го, тех самых азиатских шахмат с 361 камнем, где количество возможных ходов после четвертого полухода достигает 16 миллиардов. Для сравнения, в шахматах это количество меньше в 160 тысяч раз. К моменту выхода StarCraft лучшие игроки в Го были известны по всей стране и воспринимались как поп-звезды, а национальное корейское телевидение уделяло огромное внимание трансляциям турниров Го. Поэтому, когда StarCraft стал главным увлечением корейской молодежи, реакция медиа и телеиндустрии была не отторжение и не равнодушие, а неподдельный интерес. Корейские бизнесмены поняли, что на новой интеллектуальной игре можно делать огромные деньги. Даже сейчас остались каналы по телевидению, где 24/7 показывают различные игры и турниры по ним. Вообще в Южной Корее серьезное отношение к киберспорту в целом. В 2005 году турики по StarCraft собирали по 120 тысяч живых людей. За несколько дней до турнира люди даже ставили палатки, чтобы занять очередь. Наверное, вот откуда растут ноги у ажиотажа вокруг выхода новых айфонов и песен Аркадия Укупника. Все вышесказанное также объясняет, почему Старик не имел такого же значения и на Западе. В Корее StarCraft воспринимался уже как отдельная сфера жизни на стыке телешоу, спорта и традиционного отдыха вроде похода в бильярд. Да о чем может идти речь, когда с населением около 51 миллиона, 29 миллионов из них являются геймерами? В то время как на Западе Старик остался всего лишь обычной и хорошей игрой. Чтобы вы понимали культ игры, у корейских ВВС была своя команда, за нее играли срочники, ведь служба в Корее
обязательно. Уклонистов ждет реальный тюремный срок, общественное порицание, боссанный подъезд и даже проблемы с трудоустройством в дальнейшем. Но у профессиональных старкрафтеров был выход. Команда Air Force Ace, принадлежащая корейским военно-воздушным силам. Игрокам позволялось тренироваться и участвовать в соревнованиях во время прохождения срока, который длился 2 года. Когда вышел StarCraft 2, старые игроки противились новой игре. Профессионалы не хотели переучиваться под новую игру со множеством новых юнитов и построек, а обычные игроки также не спешили отказываться от привычного и понятного хобби. И плюс ко всему, новую часть посчитали попросту медленной и незрелищной. Но молодые игроки все равно начали играть во вторую часть, и данная игра обросла, если не большим, то как минимум не меньшим культом. Профессиональный игрок в Старик — настоящая рок-звезда. Его будут звать на ТВ, просить автографы, молодые трехмерные тянки будут в него кидать свои трусики. А в аптеках, расположенных рядом с юными фанатами игрока, количество влажных салфеток будет сокращаться пропорционально росту инфляции в Венесуэле. Корейцы тренируются по 10-12 часов в день. Перед турниром эта цифра может дойти до 16 часов. Профессиональный StarCraft оказывает нечеловеческие нагрузки на кисти рук и мышцы мелкой моторики. Игроку необходимо управлять контрольными группами, число которых может быть более десятка, и одновременно продолжать развитие базы, строить здания и следить за рабочими. Одной мышкой все это успеть невозможно, поэтому в дело идут горячие клавиши. Среднее количество нажатий клавиш в минуту у профессионального старкрафтера около 300 АПМ, а рекорд принадлежит игроку Пан Сон Джун с 818 АПМ. Выглядит это примерно так. Боже, что за черти? Чтобы достичь всего лишь 300 АПМ, корейские игроки тренируются в среднем 60 часов в неделю. Игроки профессиональных команд живут в общежитиях, которые по совместительству являются и тренировочными базами, при этом за действиями своих подопечных наблюдают специально нанятые командой тренеры и доктора. Помимо печального известного среди геймеров туннельного синдрома, у старкрафтеров могут деформироваться мышцы рук от постоянного перенапряжения. Флэш, один из сильнейших игроков в истории, был вынужден лечь на операцию, которая оставила на его руке длинный продольный шрам. Откуда ранение, боец? Сражался с зергами на войне. Хотя справедливости ради, в 2018 году чемпионом по StarCraft 2 стал не кореец, а игрок из Финляндии, что сильно всех удивило. Для фанатов игры это действительно был особенный день, поскольку стереотип о том, что корейцы непобедимы в StarCraft, наконец разрушен. В последние годы появился своеобразный тренд, когда несколько иностранцев пробиваются в топ-8, где им приходится столкнуться с корейскими проигроками. Но это впервые, когда европеец смог не только добраться до финала, но и стать чемпионом мира. Но это, скорее всего, исключение, чем правило. С такой самоотдачей в таких масштабах, как в Корее, готов тренироваться далеко не каждый игрок. Поэтому выражение «ты играешь как кореец» стало уже нарицательным. И когда я говорил про то, что кореец тебя обыграет ногой, я не шутил. В 2017 году, если не ошибаюсь, на одном из турниров кореец с ником Ларва против своего оппонента играл ногой вместо левой руки. Еще и делал вид, что засыпает. Он, кстати, выиграл, но его перформанс не оценили и дисквалифицировали. На что ему, судя по всему, было все равно. А если вкратце, то действительно, в Корее все идеально сошлось для того, чтобы StarCraft стал феноменом. Время, культурные привычки и любовь к играм. Пока обычный рядовой игрок может позволить себе почилить у камина с баночкой безалкогольного ягуара, для корейца отдых — это непростительная роскошь. Корейцы также доминируют еще и в Лиге Легенд и Overwatch, но мне на эти игры по большей части все равно, а в StarCraft я играл. Ну как играл? Пытался. И в общем-то хотелось просто поглубже копнуть, чтобы как минимум для себя узнать, почему корейцы такие душные. Я думаю, я со своей миссией справился. Вот такой вот видос получился. Пишите, что думаете об этом. Попадался ли вам в лобби потный кореец и через сколько вы писали ГГ в чат. Удачи!